Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером дождались наш четверговый эфир со Степаном Димурой. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что принимаете участие в наших эфирах. Это, по-моему, самое прекрасное, что только может быть. Потому что, да, вот обратная связь, она всегда хороша. Даже вот в любом деле, да, вот понравилось кому-то, не понравилось, услышали, прислушались, это прям замечательно. Ворваться в эфир прямо на экран можно через сервис по QR-коду, который возле меня, это все неизменно, сообщество YouTube наполняется вашими вопросами заблаговременно, и в чате трансляции, конечно же, да, мы принимаем вопросы, и к ним вернемся в самом финале, поэтому сразу вопросы не пишите, да, ну а вот как бы туда, до конца досмотрите, в общем, программу, и будет, думаю, интересно поучаствовать и вживую тоже пообщаться. Традиционно опрос нашего сегодняшнего эфира. Он такой. Возможен ли территориальный компромисс в российско-украинской войне? Варианты ответов. Он неизбежен. Да, но не обязателен. Нет, ни одна сторона не уступит. Или компромисс невозможен. Уступки возможны. В общем, такая диспозиция. И на самом деле вокруг этого все и топчутся. Лондон сорвали. Фактически на том уровне, который мы предполагали. Трамп выходит и говорит: остановитесь. Ну и Как говорит, золотой батон, да. говорит, что есть какие-то у него дедлайны, да, и он как бы усадит за стол переговоров, все стороны должны, ну, все, Украина и Россия должны сесть за стол переговоров, и вокруг вот этих компромиссов сейчас вот, ну, пики ломаются, потому что Зеленский выходит, говорит: у меня конституция, это невозможно, другие выходят, говорят, что, ну, давай как бы пауза, а потом, ну, Венс, например, да, заморозка, всем будет больно. Что показали вот эти события? Ведь они еще не закончились. Там завтра Витков к Путину едет, но о нем позже. Как вам кажется, и что бы вы выбрали из вариантов ответа на опрос? Ну, во-первых, что понимается под компромиссом? По идее, все должно закончиться, ну, наверное, в течение года капитуляции Украины. Потому что, ну, все, как говорится. Денег нет, инфраструктура начинает выноситься по-серьезному. ВСУ остались без зенитных ракет практически. Я не знаю, сколько еще, ну, месяц-два, и все небо будет свободным. То есть никаких перспектив от слова совсем. По поводу набора, ну, судя по той статистике, которая есть, там минус 10 тысяч каждый месяц погибает больше, чем отлавливают. Поэтому это, скажем так, вот реальные вещи, которые я могу понять, я могу их пощупать, я могу подтвердить информацию. А дальше мы выходим в мир таких, знаете ли, абстрактных иллюзий. Например, тот же мирный план Трампа. Он вообще есть? Кто-нибудь его видел? Ну вот, ну реально, ну его нет. Понимаете? То же самое с кремлевскими. То там говорят, что вот мы там договоримся. Тут же выходит Песков и говорит, что вообще ни капли в рот, ни дюйма в попу. Только вот как сказали. И тут же Витков говорит: а мы договорились о том, что не все 4 области войдут, а только по линии разграничения. То есть это белый шум, понимаете, здесь анализировать что-либо, ну, на мой взгляд, просто невозможно. Причем белый шум — это в основном Трамп, администрация Трампа. У них вообще никакого плана нет. Если вы посмотрите, просто мне стало любопытно, потому что вот я считаю вот эту вот команду мечты Трампа — это клоун уехавшего цирка. Там и неоконы, и все эти непонятные назначенцы, какие-то вообще левые персонажи вроде Петьки Стакана, который майор, да, ну, говорящая голова, майор в отставке, а он выполняет роль, грубо говоря, четырехзвездочного генерала. Ну, я поинтересовался, что там за бардак у них в Пентагоне происходит. Там реально полный пипец. С точки зрения управления, с точки зрения подчинения, с точки зрения целеполагания, кто что контролирует. И неспроста Трамп сказал, что вот мы увеличиваем бюджет на 200 миллиардов, ВПК правит баллы и пир. То есть это реальный бардак, понимаете, там, ну, можно строить много теорий и слушать всякую дичь и чушь, что это у Трампа такая тактика, напускать туман,
всех пугать, ставить раком, чтобы потом пришли и поцеловали ему попу. Ребята, он без понятия, что он делает, он реально долбанутый, перефразируя классика. Он ёбнутый, этот Трамп, чтобы вы понимали, реально причем. Поэтому что от него можно ожидать? То, что мы видим, постоянные метания, никакого плана нет. А разве это говорил? Он во вторник утром говорит то, что противоречит тому, что он говорил, утверждал в понедельник вечером. Это без руля и без витрил, реально. Вот какой мирный план? О чем тут можно договариваться вообще? Вот. Ну вот, пожалуйста, Иран, да? Ядерные переговоры, еще один пример. Выходит Многие, Витков после многие, первого кстати, раунда. многие, кстати, говорят, что это увязано как-то тоже с Украиной тоже. Но не через Виткофа, а вот вообще, если Ну, условно... наверное, что-то, потому что, может быть, скорее всего, как говорится, да, потому что, пожалуйста, министр иностранных дел до начала переговоров 2 раза встречался в Москве и с кремлевскими, и с китайцами. Тут же после второго раунда он посетил Москву, потом посетил Пекин. Ну, понятно, что там ось зла, святая троица, скажем так. Но еще раз вот выходит Витков и говорит, что да, большой прогресс. На самом деле мы оставим Ирану мирную ядерную программу. Я так, чего? Потом мы, видать, по башке дали. Он говорит, не-не, никакого мирного атома вообще, вообще. Ну, вот как с такими людьми можно о чем-то договариваться, когда они не несут никакой ответственности за свои слова и никакой ответственности за какие-либо договоренности. Поэтому забудьте вы это, не берите в голову все этот белый шум. Вот реально. Я пришел к такому выводу, что я не читаю, что несет этот рыжий клоун. Я не читаю всех этих сбросов, выбросов, сливов. Financial Times, Wall Street Journal, New York Times. Вот когда у вас будет план, когда у вас будет что-то представить ширнормассам общественности, вот тогда будем что-то обсуждать, дискутировать. А так это все, ну, вот на мой взгляд, белый шум, реально. Просто Если... уже реально достали эти вопросы постоянно, что там Трамп, еще что-то. Ребят, ничего, поймите, это клоун. Причем такой буйный, на голову помешанный. Так а кто тогда способен остановить войну? Вот выходит А на ее Дуда... невозможно. Значит, Нет, ну смотрите, подождите. вот Выходит Дуда, говорит, вот Трамп только может, никто больше не может. И если мы объективно посмотрим на Европа вещи... может, Ага. Европа может нам, товарищ, кто же у них был этот садовник-то главный, кибуцник, Боррель. Он же сказал, что я знаю, как остановить войну. Прекращаем поставки, через 2 недели война прекращается. Ну, просто Украина поднимает лапки кверху и капитулирует. Можно остановить? Можно. Но это уже никто не делает. Трамп тот же самый устами Рубио. Да, мы ведем прокси-войну с Россией. Сразу противоречие. Эй, чувак, ты сторона конфликта, ты ведешь войну, и в то же время ты типа, выступаешь арбитром с позиции силы. Мир через силу. Вопрос, а у тебя сил-то есть? Ответ нет. А они этого не понимают. Значит, как может стать войну? Ну, очень просто. Признать, что ты проиграл и уйти из конфликта. Все. Но это опять же заканчивается всем моментальным поражением Украины. Соответственно, делается вот что. Никто ничего не хочет завершать. Все хотят, чтобы выигрывающая сторона почему-то признала себя не то что проигравшей, а, скажем так, пошла на уступки. С какого рожна России в данной ситуации идти на уступки? Вот реально. Ну так, С какого? а в чем проблема? Смотрите, если так вот объективно, сегодня в ЮАР Зеленский вышел и сказал, ну, вторжение, погибшие на нашей земле, да, ну вот, горе большое. И мы, то, что мы идем на переговоры при полном прекращении огня, это уже компромисс. Это его слова. Ну, Пред- он может тоже говорить все, что угодно. предмет какой сейчас? Мы хотим, ну вот имеется в виду банковая хочет, что все, без условий, просто все перестали стрелять и садимся в любом формате договариваться. Почему, А, смотрите, почему это не рабочая история? Почему она не встречает у того же Трампа, у той же администрации поддержки, а наоборот, мы видим Рубио и
Виткофа, которая разворачивается за часы, там, 12 или сколько там часов, и не едут в Лондон. Вот берут и не едут. Ну, потому что есть определенные договоренности уже с Кремлем, и все понятно. Вот поставить себя на точку, в позицию Кремля. Вы выиграете войну еще чуть-чуть, и все Так, полетит к подождите, черту. а где чуть-чуть? Ну, в чем Как чуть-чуть? чуть-чуть? Смотрите, была СВО, да? После проделок украинцев ВСУ в Курске СВО превратилось в войну. Я вам уже говорил, обращайте внимание, что сейчас будет. Жертвы среди мирного населения пофигу. Ну, они маленькие, конечно. Вот по Киеву был прилет могучий. Сколько? 10 человек погибло. Не, ну все равно это большое горе, и из-под завалов доставали Послушайте, давайте людей. сравнивать, смотреть на цифры. Сколько прилетело, сколько мирных погибло. И посмотрим, как работает тот же Израиль. Посмотрим, как работают те же США по Йемену. В Йемене. И давайте тогда уже сделать сравнение, кто варвар. Да, если на то пошло. Война. Все, она началась. Начали выносить энергетическую инфраструктуру. Начали выносить, как я понимаю, все, что еще генерирует прибыль, какие-то предприятия, бизнесы, их тоже выносят. Идет тотальная зачистка территории, по большому счету. Откуда вы возьмете силы, откуда вы возьмете вооружение, откуда вы возьмете зенитные ракеты? Не потому, что вам не дадут денег. Их, может быть, где-нибудь и найдут. Но, с другой стороны, что такое 10 миллиардов для Европы или для Штатов? Что это? Это, ну так, знаете, карманные расходы. Ну, суки ж не дают. Но их нет в природе. Они еще не произведены. А все, что есть, американцы сейчас стаскивают на Ближний Восток. И в этот самый, в Индокитай. Индокитай, да, сейчас такая зона. И, Поговорим и, дальше. и, и, и как вести вообще, вот как существовать без ПВО? Вот как? Ну, никак. Ну, статистика, правда, ужасная, кошмарная. Сегодня Просто привели. давайте смотреть реально вещи. Ну, любой нормальный, адекватный лидер страны в этой бы ситуации просто почесал реп и сказал, ну, все, что. Будем сопротивляться дальше, нас не станет. Мы проиграли. Сохраним то, что есть. Пойдем договариваться. Но не Зеленский, потому что да, Зеленский есть вообще никто. Это просто такая марионетка, клоун бритый и европейцы. Потому что у них должен быть, много раз мы говорили, должен быть враг, должна быть цель, должна быть идея, под которую вкачивают бабки, пытаться. А что это Стоит. за идея? Вот мы, понимаете, Великий смотрите, враг. в Украине очень часто и правильно делают, потому что все-таки это же военная пропаганда. Вот поэтому я говорю, правильно делают, что все равно нужна какая-то вот история, что вот это нарратив. Ну, что Украина это Конечно. инструмент, да, то есть инструмент в чужих руках, потому что вооружение, потому что все остальное. Сегодня там новость прошла очень интересная, Financial Times. Мы там в другой жизни, Украина в другой жизни, подписала вот эти с Яреська ВВП-варанты. Ну, мол, если там чуть больше ВВП, значит, вы платите. Что-то было, да, да, да. Платите побольше. И сейчас нам надо 600 миллионов платить. А Минфин говорит, подождите, ну, как бы не рассчитывали мы. Ну, в общем, такая Ну, история, что... слушайте, вот тоже Минфин, ну, ребята, вот, грубо говоря, воровать умеют. А, скажем так, подкрутить статистику, чтобы не выйти в эту цифру, тяжело, что ли? ВВП – это статистическая величина, мало кто это понимает. Когда говорят там, ВВП вырос на 5%, там есть диапазон погрешности. Обычно плюс-минус 2%, даже у американцев. Ну, хорошо, он вырос не на 5, а вот получилось так, что вырос на 3. То есть, вот, ну, это же элементарные вещи вроде, правда? Ну, тем не менее, я к чему? Я к тому, что вот проблемы, допустим, да, вот откуда не ждали называется. Ну, посмотрим, как будут решать. Но тут тоже парадокс. С одной стороны, Зеленский говорит, мы найдем деньги, дайте нам 10 патриотов, да, 15 миллиардов, 10 патриотов, мы готовы. Или там, дайте нам пакет вооружений на 40 миллиардов, мы заплатим, мы там найдем. А, Я о чем? Я к тому, что вот в чем причина? То есть вот эта сверхзадача. Понятно, там, Украина в чужих руках инструмент, это пропаганда. Злостная, кремлевская, без вопросов. Но тогда, если вы говорите, Кремлевский нарратив. Да, что да. есть сверхзадача у бритов и Европы, то какая? Я вам уже объяснял и не раз. Первое – это попытка раскрутить бизнес-цикл
на военных расходах, на расходах ВПК. Вы меня извините, когда они говорят, мы выделим 800 миллиардов и на реальное производство, на реальный ВПК пойдет 150 за 4 года. Ну, кого вы за идиотов держите, себя или остальных? А второе – это ресентимент товарища Ницше, вокруг чего объединяются рабы духа, слабые духом. Они объединяются против чего-то, а не ради чего-то. Значит, какой у Европы сейчас, у Брюсселя единственный объединяющий фактор? Страшный, ужасный русский медведь. Мы должны все объединиться, защитить свободу, демократию, наш райский садик от этого медведя. Поэтому, товарищи, смыкаем ряды и как один смотрим в рот европейским бюрократам. Ну, раньше был климат, тема климата, потом тема чумки, они куда-то вот исчезли. Теперь вот такая фишечка, такая тема в Европе. Поэтому ничего удивительного нет. Нет, ну подождите, это несопоставимая там величина этой Вполне, для глобальной них вполне. идеи и вещей, которые происходят, каким образом А для Европы добиваются. это глобальная идея. Это идея существования демократии и свободы в Европе. Придет медведь, он всех под сапог там в свои когти. А слушайте, объясните мне, а как тогда, например, британцы объяснят своим пенсионерам, что у них отбирают льготы, они доедают последний без соли и сидят в холоде, но зато у них это отбирают, но 3 ерда в год отдают Украине. Как вы это избирателям объясните? Немцы нашли вообще гениальный ход. В каждом госпитале должны быть развернуты там палатки, еще что-то. У вас должно быть запасов пищи на 3 дня. То есть война продлится 3 дня. Все, понятно, все ясно. Через 3 дня будут стоять снова в Берлине русские полевые кухни. Я понял, спасибо, объяснил. Ну, это же маразм. Но они же его толкают, они же его проталкивают. Постоянное давление, постоянная дегуманизация темнейшего, постоянная дегуманизация русских. Ну, это элементарные вещи пропагандистской войны. Ну и, ребят, резвитесь. Но только вдруг кровавый газ перестает быть кровавым, становится кошерным, халяльным. Вот как так? Значит, Вы же будете платить деньги этому страшному агрессору, на который он купит стиральные машины, с которых достанет чипы, ставит их в ракеты, которые в вас же полетят. Где логика? Ну, я уже просто, я не могу серьезно быть уродах говорить реально. Но они постоянно сами себе противоречат, у них постоянно 2-3 разных стандарта. Да, возьмем того же Трампа. Я не могу смотреть, как умирают люди. Эй, придурок, твои шестерки занимаются геноцидом в Газе. Они уже положили 200 тысяч из 1 500 000 населения. Все нормально, все пучком. Накрыть собравшихся простых хуситов бомбой, да, положить их всех, и выставить потом в своем аккаунте, это круто, это нормально. А тут он не может смотреть, как умирают люди. Трогательно. ну, Двойные очень. стандарты, двойные везде. А, Журналисту американскому Бену Шапиро Зеленский дает интервью, сейчас оно расходится, вот оно вышло сегодня вечером. И он говорит, что мы считаем, Зеленский, мы считаем сильным стратегическим партнером США с влиянием, хотели бы достичь мира. Это было бы полезно для России, чтобы сила была направлена против России, поскольку они являются агрессором. Украина, значит, ну, в общем, уважает тот факт, что Трамп ищет мира, но не стоит говорить, что Украина начала эту войну. Я верю, что это больно слышать для нашего народа. Ну и всегда русские хотят и всегда хотели уничтожения США. Мы родились в Вот. Советском Союзе, у нас все это шло со школ. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои. Странно, что он не сказал, что как здорово, когда воюют украинцы. Это самый дешевый способ победить Россию. Странно, что он это не добавил, он это любит говорить. Ну это же бред, да. Ну, американцы, европейцы много раз заявляли открыто цель, что цель нанести максимальный урон России. Желательно бы еще, чтобы режим путинский слетел,
Ну, короче, переформатировать власть и территорию. У Украины есть оружие этого плана. Сработал план? Нет. Сработает? Нет. Значит, если бы на Западе были бы, ну, скажем, столько же нейронов, сколько у беременной блондинки, они бы порезали лоссы, да, и перестали бы делать одно и то же. Каждый раз, надеясь на результат отличный от предыдущего. Они бы уже что-нибудь бы другое придумали. Но они же этого не делают. Они продолжают гнуть одну и ту же линию. Товарищи, давайте вот еще поднажмем здесь, еще поднажмем там, санкции тут, санкции там. Сейчас мы тут еще национальной диаспоры с помощью СБУ и ГРУ задействуем в России. Там теракт, здесь теракт. И вот-вот население восстанет и режим рухнет. Это официальная политика. Ее можно почитать. Это британская политика. Он советник премьеров британских. Там у него есть свой центр, какой-то лейтенант Шмуль или что-то такое. Ну, ребят, ну не работает у вас это уже 3 года. Но вы же продолжаете это делать. Правильно, ну и что? Смысл? А в это время действительно гибнут люди тысячами. Кому это нужно? Когда результат уже известен, он предрешен. Ну, США, знаете, москали США, всегда во всем виноваты. Чё ж нас взять? Орки. США уйдут, и как это будет выглядеть? Потому Я не что уверен, что они уйдут. я вот Не тоже уверен. не уверен, знаете, я вот слушаю, например, да, по заявления там того же Рубио, там, Венса, они говорят, вот сейчас, если не получится, мы возьмем и уйдем. Да куда вы уже денетесь, если так разобраться? Ну как, здесь же было, в принципе, тоже никто в Европе из глобалистов особого секрета не делал, что мы должны сделать так, чтобы эта война стала войной Трампа. Трамп от этого всячески отбрыкивался, когда ему задают вопрос, вот много раз уже было там на Air Force 1 он летит из Флориды, скажем, в Вашингтон. Последний раз задавали вопрос, что-то тоже по поводу мирных переговоров. Сказать ему нечего, поэтому он всегда включает одно и то же. Это не моя война, это война Байдена. Если бы я был президентом, никогда бы это не случилось. Бла-бла-бла. Он от этого всячески отбрыкивается. Как он от этого может отбрыкаться? Просто, как Байден поступил в Афганистане, просто взять и уйти и сказать: козлы, я хотел, чтобы вы договорились, вы не хотите, мы выходим из конфликта. Европейцы хотят воевать, пусть воюют. Но он этого не сделает. Я вот не то чтобы уверен, но если бы у него были бы яйца это сделать, он бы это уже сделал. Потому что каждый, грубо говоря, день промедления, особенно после начала тарифной войны, он все ближе сближает интересы России и Китая. Да ладно. У России и Китая один общий враг – США. Это, вот сотый раз говорю, надо быть такими идиотами, чтобы просто похоронить 60 лет мудрейшей политики, которая началась, ну, политики Рокфеллеров, которые ее проталкивали через своего шныря Киссинджера, и начал ее Никсон. Что у Америки должны быть хорошие отношения с СССР и Китаем, но эти отношения должны быть всегда лучше, чем отношения между Китаем и СССР. Ну, это британская фишка у морской державы, что чтобы материки, нужно все время противопоставлять страны, которые большие на материках. Ничего удивительного в этом нет. Ну, замечательно. Вот 60 лет была мудрая, правильная политика для морской державы, для морского гегемона. Ну, молодцы, что там, за десяток лет вы все это, извините, уже не похерили. И продолжаете делать это в ускоренном режиме. Ну, я уже не говорю, какие вообще преимущества от этого получил Китай. Раньше, например, американцы серьезно рассматривали возможность того, что в случае плохого поведения Китая они могли бы просто блокировать с моря торговлю те же энергоносители. Если вы посмотрите на карту, то там вокруг Китая, на самом деле, 2 пояса американских военно-морских баз, военных баз. На островах, там везде.
Ну, а теперь у Китая есть сухопутный путь получения энергоресурсов, что из России, что из того же через Казахстан. Блокируй, не блокируй, энергетические ресурсы снова будет получать, например. Ну, то же самое сближение идет мощнейшее Ирана с Китаем уже произошло, потому что, если я не ошибаюсь, иранская нефть составляет 40% импорта нефти Китаем, поэтому Китай кровно заинтересован в полном провале ближневосточной политики США. И Россия тоже очень сильно в этом заинтересована, потому что Иран стратегически находится в таком положении, что коридор север-юг, если его проразить через Иран, можно спокойно посылать Турцию с ее проливами и со всем. Можно спокойно посылать Египет с его Суэцким каналом, то есть британцев. Легкое, короткое эротическое путешествие. Выход на юг в Южные моря есть. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы поставить пиндосов на растяжечку, и у них там, чтобы порвалось в промежности. И в Украине поставили, сейчас будут ставить на Ближнем Востоке. Либо хуситы, либо Иран. Через Израиль, разумеется. Сегодня такая сенсационная новость о том, что ну, там в шаге от войны два ядерных государства, Индия и Пакистан. Причем такая Не знаю, не очень, знаю. очень интересная технология. Атака террористов на туристов. Пакистан говорит, это не Да. мы не Вполне признаем. возможно, что они правы, да. Да, тут как бы поднимается кипиш. В общем, высылают всех индийцев из Пакистана. Прям нужно покинуть территорию. Ну, Пакистанцев из Индии. нет, индийцев из Пакистана. Потому что я Индия читал, что индусы вот высылают пакистанцев из Индии. забирают назад, то есть никого, все, никто снимают блокпосты, Пакистан А, вообще да. выстраивается, там армия, публикуются твиты с ракетами, мол, эх вы там Моди, ты сплотил нашу нацию, мы готовы воевать. А там очень интересная ситуация по поводу воды. Собственно, почему Да. постоянно там вот эта война и была, да, то есть это доступ к воде может перекрыть Мгм. Индия Пакистану. В общем, намечается большая драчка. Я не знаю, честно говоря, дойдет дело до драки или нет, но вы правильно сказали, сплотить нацию. Потому что я думаю, что произошло где-то, наверное, месяц-полтора, может быть, два назад. Индусы начали опять проявлять свою чуткую и нежную любовь к мусульманам в Индии. И вполне возможно, что индусы организовали просто провокацию. Потому что там якобы кто-то слили какой-то доклад, где эта провокация была заранее описана, бла-бла-бла. По большому счету, да, маленькая победоносная война, условно говоря, она обычно способствует объединению народа. Экономическая ситуация, скажем так, не очень в обеих странах, мягко выражаясь. Политически тоже. Поэтому надо вот найти внешнего врага, чтобы все шиномассы объединились в едином душевном порыве. А дойдет дело до войны, дойдет дело до применения ядерного оружия. Нефти, газа там нет, поэтому это, по большому счету, два братских народа, разделенные границы, которые провели британцы. Резьба по дереву, ребята, вперед. Тем более у вас там проблемы с перенаселением. Ну, там вообще один народ, два братских народа снова. Как-то что-то напоминает, только там две ядерные Да, страны, а да. там одна бывшая ядерная Размеры страна. несопоставимы, да. Одна бывшая ядерная страна, другая нет. Но главное, Вернемся. что там нет ни нефти, ни газа в этом районе, ребята, поэтому давайте по полной. Ну то есть Где-то понятно. высоко в горах. Значит, вернемся к российско-украинским отношениям. Очень интересный материал выдала на гора Bloomberg. Завтра Уитков в Москве. Он не отменил свой визит. Некоторые депутаты у нас говорят, смотрите, вот он отказался от Лондона, но в Москву лететь не отказался. И выдает материал о том, что, собственно, мирный план, да, вот должен обсудить мирный план Трампа. Ранее опубликовали СМИ некоторые его пункты. Речь о том, что в плане нет ограничений на украинскую армию и ВПК. Мгм.
Да. Как отмечает агентство, это означает отказ о требованиях демилитаризации, вот этой Мгм. преснопамятной. Пишет Да. Блумберг, что Москва по плану Трампа должна вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию, которая затем перейдет под контроль США для обеспечения энергоснабжения обеих сторон, то есть и Да. туда, и туда. Плюс, собственно, проход через Днепр для Украины, я так понимаю, в этой зоне, да, то есть Да, да, чтобы да, да. спокойно там работали украинцы. И, в принципе, об этом уже высказывался Зеленский, говорит, что никакого контроля США, США не обладают такими технологиями, чтобы управиться с Запорожской атомной электростанцией. Ну, сказал и сказал, там понятно, что это там переоборудовано на Вестингаузен, да, вот эти плиты. Но Да, тем не они менее, стержень под стержнем. он против. Это наша станция, и, в общем, будет наша. По большому счету, с точки зрения того, что опубликовано, было раньше на этой неделе, и вот сейчас Bloomberg, это определенное напутствие. Ну, выглядит как в медиа, как напутствие. То есть, смотрите, Витков едет к Путину, а тут смотрите, что публиковали. Вот это, вот это, вот это и вот это. Мол, об этом как бы должен Витков договориться. Договориться? Э, Смотря, ну, все зависит от того, что он привезет с собой. Потому что вот тот план, который вы озвучивали, но он как-то очень сильно отличается от кремлевского плана и очень сильно отличается от того, что нам буквально вчера или позавчера товарищ Песков рассказывал. И если это вот действительно план, то, как говорится, у пропагандонов будет очень жаркое лето. Объяснять, Объясните. ну, объяснять Ширнармаса в России, а что кремлевские так слились. Вместо того, чтобы додавить и реально там еще, ну, как вам объяснить, ну, Украина от катастрофы в 4 прилетах, ну, в 6 прилетах. Тут же нам сливают тут планы, я не знаю, вы отслеживали или нет, что Путин сказал там, типа, вот, а Трамп, типа, звонил Путину и отговаривал его от применения орешника по туннелям, по инфраструктуре, по мостам, по газотранспортной системе. Вот, а Путин сказал, что вот сейчас мы их там всех додавим. Там. Как-то очень сильно контракт, контраст, контрастируют эти два плана. То, что нам говорят, и то, что вот озвучивается западной прессой. Вот в этом смысле, что если как вот нет, ширнормасы, они сожрут все, им пропагандонно объяснят. Там за 2-3 месяца, может быть, буйных пересажают, все будет нормально. Но просто сам факт, что, ну, ты был в шаге от абсолютной победы, если бы у тебя были яйца и мозги. И так бездарно все слить. Практически через несколько лет, там, ну, я не знаю, через 3-4 года, может быть, через 5 лет, война снова начнется. Прям начнется. Снова начнется Запад снова накачает Украину оружием, остатки украинцев плюс куча наемников. Как раз в то время уже будут очень серьезные экономические проблемы в той же Европе. Будет много людей, которые будут готовы пойти добровольцами за хорошие деньги. Обучить как раз, накачать оружием и снова вперед. Поэтому, скажем так, я в самом начале поэтому сказал, что если рассуждать с точки зрения здравого смысла, у Украины, как у страны, шансов ноль. Но если перекинуться немножко в политические реалии, да, с которыми мы хорошо знакомы там, за последние лет 20-25, то все может быть, могут спокойно слить абсолютную победу, превратить ее в позорное поражение в очередной раз кремлевскими. Могут. Поэтому, Чтобы подмахнуть Трампу. понимаете, в чем дело? Тут еще нужно понимать, я думаю, одну вещь, что а, дыма без огня не бывает. Да? Поэтому это можно называть как угодно. Сливом, вбросом, там, вбросом нарративов, эгрегора-дискурсиков, как я их называю. Но если бы не было определенных, что ли, подвижек в эту сторону между США и Россией, то такой документ, который ну, практически диаметрально отличается от того, что заявляет пропаганда в России, его бы не сливали.
Ну, понимаете, сливают некую, скажем так, некое правдоподобие. А когда это правдоподобие якобы на 180 градусов отличается от того, что утверждает противоположная сторона, какие ее условия, я не думаю, что такой слив делали. Ну, поживем увидим. Хочется верить лучше, но все получается как всегда. Это да. По поводу Крыма. Это тоже какой-то слив, игра через прессу, Не через знаю, медиа? не Потому знаю, не что, знаю. ну так, если разобраться, то есть разные версии, можно догадываться там абсолютно с других сторон посмотреть, как это все выглядит. Значит, 5 раз всем было сказано, что это как бы США признает Крым российским. Вот. Зеленский на это жутко обижается и говорит, что мы не признаем. Ну так вроде как никто не просил от Украины признавать Крым российским. Это все Ну, так заметили. в свой первый срок, если не ошибаюсь, Трамп говорил, что никогда не признаю. К вопросу о такой способности Трампа. Ну, то есть, понимаете, и эта история стала таким, ну, таким кремом Крыма, которым смазывают вот эту всю конспирологию. Мне трудно судить еще раз. Я уже объяснил свою точку зрения. Это все белый шум. Вполне можно, знаете, много разглагольств в том, что, возможно, команда Трампа реально хочет выйти из кейса, поэтому вставляет такие условия, чтобы вынудить Зеленского отказаться, указать на него перстом, что вот он во всем виноват, на этом деле прекратить финансирование, предоставление всего и вся, за исключением того, что кодифицировано Конгрессом, а это, по-моему, процентов 10 от всей помощи, и спокойно выйти и делать бизнес, рубить бабки с русскими, вот и все. А заодно все это повесить дело на Европу, которая так загибается. Такую тяжелую ношу повесить на Европу. Может такое быть? Может. А, может этот план быть реализован? Может. Будет он реализован? Не знаю. Но как одна из версий, почему нет, может такая существовать версия. Просто, еще раз повторюсь, пока что все это идет, знаете, белый шум. А что Просто случилось? вот смотрите, вот элементарно же, вот как раньше работали, скажем, те же американские администрации, как работал, скажем, тот же система управления принятия решений в Совке в том же, да, ставилась задача. Большим дядей ставилась задача. Эксперты долго корпели, работали, прорабатывали все моменты, разведка делала свое дело, военные делали свое дело, экономисты, там, политтехнологи свое дело. Э, составлялись экспертные заключения, которые потом заслушивались на определенных коллегиях, составлялся план и представлялся высшему руководству. Высшее руководство рассматривало этот план, вносило необходимые коррективы. Если коррективы вносились, значит, план дорабатывался. В конце концов, план принимался. И все министерства, и все агентства работали по этому плану. И вы никогда от предыдущих, ну, я имею в виду там, начиная с вот Буш был последним, у кого было все четко, младший. Вы никогда не видели, не слышали, чтобы министр иностранных дел говорил одно, глава Пентагона что-то другое нес, спецпосланник третье, а сам президент менял точку зрения 2 раза в день. То есть плана никакого нет. Степан Геннадьевич, только проговорили мы про Пакистан и Индию. Приходят прям кадры, что Индия официально заблокировала течение реки Инд в Пакистан, закрыв все 4 шлюза, контролирующих воду через плотины и каналы. Пакистан ранее предупреждал, что если это будет, то это будет акт войны. То есть там Ну, в ситуация принципе, да. У них же поднимается. договор есть, нарушение договора, да. Там поднимается ситуация, накаляется очень серьезно. То есть, если бы не было вот этих красивых кадров с беспилотника, то есть мы вот на пороге этой войны, это прям новость, ну, 10 минут назад. А может быть, просто индус еще играет на нервах Пакистана. Просто вот на пустом месте начинать войну, значит, есть какие-то другие причины, которых лично я не знаю. И даже, честно говоря, думать, думать лом. Потому что нефти нет, газа нет, все свободно. По большому счету. И потом, если вы посмотрите, у Индии с Пакистаном у них очень давние споры за территорию.
Они, хотя, в общем, одной крови, но разных вер, очень друг друга любят горячо. Поэтому кто-то решил на чем-то сыграть за какую-то выгоду. Какую, не знаю. Да, ну, в общем, такая достаточно тревожная ситуация, исключительно из того, что ядерные страны, и кто-то говорит, а ну их там, пошумят, постреляются там между собой, А я думаю, да. чего-то решат, а другие как бы опасаются ядерной войны, откуда не ждали, да, то есть в этом У них регионе. очень мало количества зарядов, поэтому Ну, по можно. 160 боеголовок. У них очень low yield, как говорится. Ну, слабое. Не стоит беспокоиться. Ну, постреляют, бывает. Вернемся к пошлинам. Значит, точнее, ну вот журнал Economist опубликовал обложку, где этот символ США, орлан белоголовый, весь перевязанный с ног до головы. Мол, да, Но да, с помытой и зацелованной попой. с помытой зацелованной попой. а, И обратный отсчет, мол, до конца срока Трампа остался 1361 день. О как, понимаете? Я понимаю, что немножко раньше, но на официальном магазине Трампа появилась кепка Трамп 2028. Выживет ли Орлан? Внимание за такие вопросы. Выживет ли Орлан, перемотанный уже? Ну, судя по тому, как ребята резво отрабатывают назад, как это, что ж ты, фраер, сдал назад? Все пошло не по плану, как обычно. Причем нашел я, скажем так, супермозг, который был первоисточником всей этой пламенной эпопеи с тарифами. Это по-моему, в октябре или ноябре 2024 года один хедж-менеджер хедж-фонда выпустил white paper, белую бумагу, да, где он так там на несколько, по-моему, десятков страниц писал, как вообще классно вводить пошлины. Этот чувак был, вернее, он есть большой сторонник и финансовый контрибутор, вот, извините за замещение слов, вот этого американского консервативного think tank, забыл название, который разработал стратегию 2025. Причем глава вот этого института, он оказывается очень близкий, доверенный советник Трампа. И вот они черпали свое вдохновение как раз из работы этого менеджера, управляющего хедж-фондом. Ну, понимаете, там тарифы, во-первых, невысокие, максимум 10%. Все циферки обоснованы, все формулки обоснованы. А то, что ввел Трамп, ну, знаете, это заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. То на выроши. Ну так, Поэтому, а китайцы, Степан Геннадьевич, ну это же тоже прекрасно. Китай говорит, мы готовы, снимайте полностью. правильно? Нет, ну, слушай, чувак, ну, давай, мы тоже снимем, давай. Просто мы снимем, ты снимешь. Ну, ты все равно не конкурентоспособен в принципе. Но единственное, что правильно говорят некоторые магаисты, это то, что Китай, поняв, что не сможет полностью заместить экспорт ростом внутреннего спроса, они ударились в manufacturing, то есть производство. И рано или поздно, поскольку они уже являются доминирующей силой в мире по производству, рано или поздно они попадут в собственную ловушку в том смысле, что они сейчас вымывают производство из всех остальных стран. А что такое производство? Это добавленная стоимость. И на этой добавленной стоимости сидит такая огромная надстройка. Из всех этих финансовых блоков, всех этих кряклов, шмаклов, рекламщиков и тому подобное. Юристов, политиков. Все сидит вот на добавленной стоимости центрального производства.
Они эту базу из других стран вымывают, тем самым снижают потребительский спрос в этих странах. Но этот процесс уже начался. И это видно по одному простому графику. За последние 10 лет процесс глобализации, как нам объясняют, или международного разделения труда, он затормозился, он встал. Это видно по графику объемов международной торговли. То есть произошло насыщение, когда китайцы практически вот вымыли основную базу производственную из основных своих рынков. Значит, Поэтому в этом смысле магаисты правы некоторые, особо прошаренные, которые говорят, что политика Китая, она губительна для самого Китая. Ну, ребята, ну, это да. Значит, ваша политика, она Степан в разы Геннадьевич, будет губительна. да, мы с пошлинами, конечно, тут, ну не то, что черт ногу сломит, но посмотрим, к чему это приведет. Приходит свежее заявление Трампа. Он там принимает норвежца у себя в эти минуты, и, собственно, они там поговорили, пообщались, и журналисты задают ему разные вопросы. Это потрясающе просто. Значит, ну как это, понимаете, вот тоже можно говорить, Тимура кремлевский тролль. Ну или там Да, да, кремлевский пропагандист. пропагандон. Да, да. После того, как на официальном уровне, официально, там, Зеленский обвинил Венса в путинской пропаганде, Венса, который в Индии, сейчас там вот все началось, а он только оттуда улетел, пересадка у него в Рамштайне на базе. Кстати, вот только он улетел из Рима, скончался папа. Вы понимаете, какая история? Венс что-то Кто такой как-то, Венс, вы понимаете? ну, Это то есть антихрист. и вот, понимаете, он там пиво разливает своим, ну, скажем так, солдатам, фотографируется с ними, а в это время война начинается, индо-пакистанская. Так вот, он путинский пропагандист, да. Трамп выдал неимоверное. Значит, у него спрашивают, там, что, да как по Украине. Он говорит, следующие там несколько дней будут очень важны в плане переговоров по Украине. Все же интересуют компромисс. Вы, друзья, тоже, кстати, поставьте лайк, если не поставили, и, да, вот голосуйте в нашем опросе по поводу компромисса. И он говорит, ну, мол, это же обоюдные уступки, да. И вот выдает Трамп, уступка России заключается в прекращении войны и отказе от захвата всей территории Украины. Это, блин, прямая речь Трампа. Ну, по большому счету, он словил, я не знаю, какой-то момент истины, что ли. Ну, так оно и есть. Я вам только что объяснил, почему так произойдет. Капитуляция. Все идет к капитуляции Украины. Ну, то есть Димура говорит Другой, словами... другой вопрос. Ну, может, я речь Трампа пишу, откуда вы знаете? Никогда же не знаете, Да, да. у Нет, ну кого какая ксива у в вас был кармане. опыт работы в США. Может, вы вообще На полставки, на на четверть ставки, полставки? на массаж шестерю. Что, нормально, на жизнь хватает. А Пешечка бабло подкидывает периодически. Ну, тут, понимаете, тут и Нет, АПшечка, нет, ну, ОПшечка, да, 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 да. нет, на этих они шестерю, им доверия нет, они долбанутые ваши, вообще реально отмороженные ребята. Ну-ка пачкаться лишний раз. А, а, Другой вопрос, а нафига тому же Путину, зачем Россия и Украина вся? Зачем? Вот что с ней делать? Этим же вопрос все считают, что вот нам нужна вся Украина, потом, значит, мы пойдем на Прибалтику, а потом в Европу. Во-первых, у нас сил таких нет, да, в принципе. А во-вторых, нафига? Ну, зачем? Ну да, Одесса, Николаев важно, туда британцев важно не пустить, чтобы у них они не присутствовали на Черном море. К востоку от Днепра, да, но все остальное зачем? Что там вообще, ну, искать? Только там и так уже давно все принадлежит американцам, по большому счету. А с ними при желании и нужно дружить. Потому что Путин себя сейчас находит, на самом деле, в очень интересной ситуации. В ситуации Лукашенко. Поэтому Лукашенко, он, в принципе, должен читать лекции. Как ласковый теленок. Вот это крамола, Степан Геннадьевич. Не, ну реально, Лукашенко чем отличается? Он отличается тем, что он, как ласковый теленок, долгое время умудрялся сосать двух маток. Ну реально. И Запад, и Россию. Но пришел момент, когда нужно было выбирать и тому подобное. Сейчас Путин оказался между Штатами и Китаем.
Как только началась вот эта санкционная война, китайцы тут же прибежали, говорят, начальника, сила Сибири 2 начальника, как там? А буквально еще там месяц-два назад нос воротили. Поэтому нужно вот играть на противоречиях, скажем так. И там кусочек получить, и здесь кусочек получить, и никого не обидеть. И все. Ну, еще один вопрос, это тоже из свежего. Значит, выход США из переговоров в случае отсутствия соглашения, вот когда, да, задали ему Вот, вопрос. это вот постоянно тоже читаешь, слышишь, выход США из переговоров. А что это означает? Реально. Война. Я, например, не знаю, что это означает. Нет, ну вот смотрите, как можно выйти из переговоров? Можно вот указать перстом на Зеленского, сказать, ух, паразит во всем виноват. Нет тебе больше прощения, нет тебе никакой помощи. И хлопнуть дверью. А можно просто прекратить переговоры, не прекращая помощь. Ну, что значит не прекращая? Вот то, что выделил Байден, оно идет и будет идти. Хотя, повторюсь, 90% этой помощи, оно было выделено президентскими указами, и с таким же успехом оно может быть прекращено. Но идет. Новых пакетов помощи пока не объявлено. Ни финансовых, ни военных, но имею в виду администрации Трампа. Можно и так выйти из переговоров, просто прекратить эти переговоры и оставить все как есть. Можно же, можно. Так что конкретно имеет в Нет, виду смотрите, тут Трамп? же, тут очень, очень такая тяжелая ситуация на самом деле. Она очень непростая, хотя вроде все говорят простыми словами и все говорят очень просто. Вот эти, Ничего не понятно. нет, вот эти заявления меняют вообще ход и смысл и вообще суть дела. Суть дела меняют. Говорит, я не думаю, что Россия является препятствием на пути к миру, говорит Трамп. Не является. По Не его является. словам, Россия предложила остановить войну, не захватывать всю Украину. Мы очень близки к заключению соглашения по войне в Украине. Ну вот как-то так, понимаете? А ему говорят, а когда ты уйдешь? А он говорит, 2 недели. А тут глянули журналисты в телефонах, в своих смартфонах на календарь, а это 10 мая. Ну, то А есть, тут что, и на парад, что ли, приедет? Агент Краснов. Ой, журналисты. Ну, в тот момент у него в голове было 2 недели. В следующий момент будет 10 дней. Ну, что вы привязались к старику? Не, ну, если, ну, скажем так, шутки здесь неуместны, к большому счету. Но реально, вот все говорят, еще раз повторюсь, Трамп выходит с переговоров. Что это значит? Вот единственный, на мой взгляд, для него сценарий правильный, да, чтобы и глобалистов кинуть, и сохранить лицо. Война не моя, война Байдена. Я сделал все, что мог, чтобы прекратить войну. Одна из сторон, именно Украина, ну, имеется в виду глобалисты, ну, нифига не договороспособные, упоротые, как бараны. С русскими мы договорились, с русскими будем дружить. Чтобы дружить с русскими, да, я признал, что мы вели прокси-войну против них, поэтому я эту войну прекращаю, ухожу, все. И Украина вешается на Европу, и Европа рвет на себе волосы. И все очень быстро заканчивается капитуляцией. Вот это вот, в принципе, единственное возможно для Трампа сценарий, где он сохраняет лицо. Это не его война, он сделал все, чтобы ее прекратить. Ну, не получилось. Ну, так, вот, так бывает. Но зато он теперь приносит столько бабла замечательной Америке, развивая экономическое сотрудничество с русским. И американцы все магаисты он обещал выйти, он вам мир не обещал, он обещал выйти из войны, вот он вышел. Смотрите, сколько денег он нам сэкономил, сейчас все принесет. Наиболее, скажем так, на мой взгляд, не то, что нет, не правдоподобный, а рациональный сценарий для Трампа. Вопрос в том, насколько он рационален. Вот и все. И сам Трамп имеет в виду. Потому что, еще раз, ну, люди, по-моему, отказываются понимать элементарную вещь, что, во-первых, Трамп – это продукт системы, продукт империи. На трон империи, если ты не присягнул империи, не сядешь. А, изменилась ли имперская политика? Имперская политика заключалась в том, что нужно
наказать сильно русских, нужно наказать сильно Китай, разобраться с ними, ну и всех конкурентов на Ближнем Востоке покромсать. Я имею в виду Иран. Ничего не получается. Изменилась ли политика империи? Судя по официальным бумажкам, да. А именно, у нас остался один страшный враг – это Китай. Будут ли они уносить ноги, как из Афганистана, не знаю. Но рационально было бы так поступить, на мой взгляд. А если дальше посмотреть, а что дальше будет с Украиной? Да, ну, останется какое-то образование Украины. Скорее всего, западные части раздербанят ваши лучшие друзья, униаты, ну, поляки имею в виду. Поляки и венгры. Центральная часть останется государство Украина. К востоку от Днепра отойдет Россия. Черное море тоже Одессу и Николаев соберут. Вот. Ну, тогда понимаете, в чем вопрос? Вопрос-то в другом, а долг-то будет висеть на остатках Украины. Чем выплачивать? Долг это, Хватит кстати, ли да. натуры? Долг, кстати, это важный вопрос. Но есть еще один вопрос. Тогда, получается, нужно провоцировать Третью мировую войну. Для того, Зачем? чтобы в огне всеобщем спасти Логично, ко- логично. коч- С точки зрения кочерышку, украинских политиков, логично. кочерышку Украины. Да, с точки зрения украинских политиков, да. Они находятся в точно таком же положении, как и Натаньяху. Только большая заваруха спасет его Тухис от виселицы. Так и у Зеленского. Абсолютно правильно. Финальный вопрос основной части нашей программы. Папы не стало. Вот. Не стало. Начинаются сейчас все вот эти обряды, прощания, там эти молоточек по лбу, этот перстень, кусачики, зажгли там этот огонь, кладут цветы, съезжаются все кардиналы от всех стран и за 3-9 земель едут. И возникает очень интересный вопрос. Там была статистика, сколько там, 50 стран мира, в общем, большое представительство на похоронах папы. А, Это что меняет геополитически, условно, вот это событие вот именно сейчас? Я даже не хочу спрашивать о каких-то, ну, таких вещах, о том, что Зеленский тоже объявил, что он едет на похороны, а там будет Трамп, а вдруг удастся поговорить, он об этом сам говорил, Зеленский. Ну, там на похоронах поговорить об Украине, я так понимаю. Место, конечно, так себе, но любая возможность хороша. Я думаю, что Трамп посмотрел на, скажем так, всех тех политиков, которые обнимались, здоровались за руку с Зеленским, и подумал, ну, нахрен, карма. Ну, тут уже у Венца такая слава, наверное, Венца Да, надо да. это Уэнс тоже хорошо начал. просто великолепно. Как изменится, изменятся ли расклады без Франциска? Вы знаете, вот у меня такое представление о Франциско, что там были финансовые проблемы. Ну, у меня нет проблем, у них никогда не было финансовых у Ватикана. Ну, Авгиевой конюшни финансовые нужно было почистить. Поэтому Франциск, на мой взгляд, он был все время как черненько. Ну, когда совок уже начинал, так сказать, разваливаться. Не то, что разваливаться, уже был на исходе. Там были разные группировки в политбюро, как теперь говорят, башни Кремля. И, по сути, они не могли договориться о каком-то конкретном кандидате. Вот Черненько, он был таким переходным кандидатом на время. Я думаю, что также и Папа Франциск был, потому что, конечно, он там масон, конечно, он иезуит и тому подобное, но вот для геополитики, ну, что такое Ватикан? Ну, все, чем стал Ватикан для геополитики, а именно это таким мостом между христианским и мусульманским миром, это произошло не благодаря папам разным, это произошло благодаря одному конкретному человеку. Госсеку Ватикана Пьетро Паролини. Серому кардиналу Ватикана практически.
Вот в этом все геополитическое значение Ватикана. Ватикан является гарантом и организатором сделок. Поэтому много раз говорю, что в интересах Ватикана так называемая многополярность мира, потому что полюса и будут друг друга не очень любить, не очень доверять. Поэтому тот, кто может организовывать сделки между ними и гарантировать выполнение этих сделок, будет получать хороший гешефт, вернее, индульгенцию. В этом заключается геополитическая сила, в данном случае Ватикана. Эту силу приобрели папы? Нет. Эту силу дала Ватикана определенная группа людей во главе с Госсеком. Станет ли Госсек следующим папой? Вполне возможно. Нужно ли ему это? Не знаю. Я Мгм. думаю, что он сейчас в сомнениях по этому поводу. Ну, папа там думает, творит, с Богом общается, думает о делах церкви. А Ватикан – это такая огромная иерархическая структура. Ну да, там церковь, да, полезно, там вера – это такая, раньше была мощнейшая машина управления. Но поскольку Ширнармасцами теперь управляют немножко по-другому, чтобы не терять вес и власть, Ватикан слегка трансформировался и превратился в такого, ну, монстра, гаранта и организатора сделок. Особенно между посредниками, между прочим, Китаем, исламским миром и западным миром. Но там все несколько по-другому устроено. Там нет таких договоров, там все на рукопожатии основано. И пока живы гаранты, гарантии выполняются. Гаранты умирают, но, извините, гарантий больше нет. Ну это же Ватикан скупает все золото. Посредством других скупает золото. Поскольку корабль-то за золотом к ним прилетит. Если его не будет, будет осисяй. Поэтому золото дорожает нынче. Ну да, его же скупают, складируют, они думают, что им ничего не будет, а будет всем. Будет всем, друзья. Нас 25 600 тысяч. Пожалуйста, поставьте лайк. Напишите, что думаете в комментариях. И переходим к вашим вопросам. Только подведем итоги опроса нашего чата трансляции. Возможен ли территориальный компромисс в российско-украинской войне? Вот такие варианты. 5% да, но не обязателен. 20% нет, ни одна сторона не уступит. 24% компромисс нет, уступки возможно. Ну, так для буквоедов, да, компромисс, уступки. Да. Ну и 50% победитель нашего сегодняшнего голосования, 12 700 голосов мы получили, это неизбежен компромисс в любом случае. Ну, как вот Венс говорит, как Витков, компромисс неизбежен. Вот так вот. Ну, Трамп тоже, судя по всему, говорил о компромиссе, а судя по тому, что вы зачитали, что-то как-то... Ну, еще раз, у него завтра может измениться мнение. Да, Может быть, может быть, вот он слишком много разговаривал в последнее время с единственным глазом разума в этой пустыне, Виткофом. Может быть. Завтра он поговорит с неоконами в своем окружении. И мнение у него снова изменится. да, Либо в гольф там поиграет с кем-нибудь. да, друзья, вопросов очень много. Давайте по ним. Режим Блиц, Степан Геннадьевич. Я должен сказать всем, кто нас смотрит сейчас и видит. Степан Димура, телеграм-канал. Переходите, интересуйтесь. Как бы чем делится Степан Геннадьевич. Вот. Значит, поехали. Банхаммером сегодня я делюсь. Банхаммером. Поехали вопросы. Значит, Анна спрашивает, Степан Геннадьевич, для каких целей нужно судилище над генералом Поповым? Генерал, который критиковал О, жесть. армию. Это, во-первых, делать, конечно, нет большого ума. От слова совсем нет большого ума. Ну, другого, к сожалению, от так называемой элиты россиянской ждать не приходится. Хотя, у меня тут на самом деле был диссонанс когнитивный. Что-то лазил я по интернету, и на YouTube всплывает видео,
совсем вот недавнее видео с Путиным, где он на каком-то событии или что-то вдруг говорит такое, что вот эти вот на пальцах так показывают, да? Это не элита, они типа в натуре наворовали и все. А элита это кто родину защищает. Это чего? Когнитивный диссонанс. То есть вот эти вот все, это не элита. Ну ладно, спасибо на этом, да. Вот насколько я знаком с материалами дела и вообще то, как это дело освещалось, пострадавшей стороны нет. Ущерба нет. Все свидетели за генерала, армия за генерала, а администрация Запорожской области за генерала. Весь тот металл, который он украл, складирован, лежит, он просто не использован. Подписи подделаны на документах. Я думаю, что просто его единственная вина, что он говорил этим лампасам в Генштабе, что они полные уроды. И у него вторая еще тоже существенная вина, насколько я понимаю, это то, что он был достаточно близок с Пригожиным. Понятно. Поскольку Армагеддона трогать было нельзя, Армагеддона просто сослали в ссылку куда-то туда, в Африку, да? Вместо того, чтобы использовать по назначению. Эти дурачки решили отыграться и сделать козлом отпущения, и устроить публичную порку Попову. Ну, я не знаю, если бы там в Кремле был две-три извилины, не Попов бы сейчас сидел, а вот эти клоуны, которые это устроили. Ну, по всеми с извилинами, вернее, с прямотой извилин проблема, это реальная. Потому что, ну, это просто беспредел. 5 лет ни за что вообще на ровном месте. И еще разжаловали. Вот 3 человека, на самом деле, в 23-м году спасли задницу кремлевским. И 24-м это были кто? Пригожин, Армагеддон и Попов. Вот 3 человека своими организаторскими способностями. Ну, это такой разведпризнак, что война заканчивается, наверное. Нет, это признак того, что система, что удар по системе был достаточно слабым. И у нее не появилось ни малейшей необходимости перестраиваться. Это к вопросу вот о западных экспертах, аналитиках и планировщиках. Ребят, вот вы в эту систему вы ударили всем, чем смогли, а ей пофигу. Она даже не видит необходимости перестраиваться. Да. Либо просто утерян инстинкт самосохранения утерян. Я на самом деле склоняюсь к последнему, что инстинкт самосохранения малость утерян. Забронзовели, что называется. Одессит. Добрый вечер, Степан Геннадьевич. Трамп подписал несколько указов, что касается университетов Соединенных Государств Америки. Скажите, пожалуйста, вы разбирали этот вопрос? Действительно ли такие, как Гарвард, больше не будут получать финансовой помощи от государства? И что вообще это значит? Спасибо. Не знаю, честно говоря, волнует меньше всего, потому что система высшего образования Штатов, с которой я знаком, была очень близко в свое время. Это такой рассадник толерастии, что Здравствуйте. из научных департаментов все остальное уже начать. Здравствуйте. Союз с кем наиболее выгоден России? США, глобальным югом или Европой? Ни с кем. Наиболее выгодно иметь нормальные отношения со всеми. Мгм. Значит, Константин, добрый вечер. Не понимаю, как многие эксперты и каналы всякие обошли сегодня настоящую бомбу. Относительно планов и судьбы Зеленского возможны разные варианты, говорит Нарышкин. Это же слова СВР. Степан Геннадьевич, прокомментируйте. Спасибо, с уважением. Что еще раз? Я На- просто не отслеживаю. Нарышкин что сказал? Нарышкин говорит, относительно планов судьбы Зеленского возможны различные варианты. Да, возможно. Ну, там вот, например, Песков говорит Возможно, о я том, об этом что давно говорил. Песков говорит, что нет у России как бы целей менять Зеленского. Нарышкин, Конечно, и тут же говорит, что да, нет, там не вся фраза Пескова. Он очень мудро сказал на самом деле. Ну, нет у нас планов менять Зеленского. Можем мы с ним договариваться. Ну, а, скажем так, вопрос его легитимности, он может быть обыгран в будущем. За этим и держит.
Так а какие Ну вот варианты? если вот так задуматься, да, я вот давно говорю, с самого, пожалуй, после Стамбула, что Зеленского Россия должна беречь как зеницу ока. Вот Зеленского, Ермака, всех этих. У немцев было такое понятие полезные евреи. Вот это вот полезнейший из полезных евреев. Потому что они делают все, чтобы проиграть войну. Вот все, что могли, они сделали. Вот просто все. Чтобы вот таких руководителей, вот если у твоего врага, противника, такие руководители, их нужно лелеять, их нужно охранять. Не при Господь. Я вот это говорю уже 3 года, и вот, припомню, даже украинцы сами вот начинают убеждаться. Наталья, Александр, Степан, здравствуйте. Хотелось бы узнать, а Башар Асад жив? Возможно, вопрос не по теме, но все же. Ну, не знаю, честно говоря, меня его судьба мало интересует. По-моему, он где-то сосед этого легитимного последнего Януковича, где-то там под Ростовом, по-моему. Либо на Рублевке. А, Степан Геннадьевич, Андрей спрашивает, ваш взгляд, какой строй и система наиболее удачная за всю официальную известную историю человечества? Вы верующий человек? Как относитесь к легендарному царю Соломону? О ком в книгах по истории напишут больше, о Байдене или Трампе? Он набросал Андрей вопросов. В общем, строй. К, Какой к строй? к шумерскому фольклору я отношусь именно как к шумерскому фольклору, скажем так. Строй, ну, просто достаточно посмотреть. Скажем так, вот все, что мы не знаем то, что точно, что было, скажем, 100 или даже 200 лет назад. Поэтому все эти сказки исторические про какие-то римские империи, которые существовали тысячелетиями, давайте мы отбросим сразу, как непонятно что. Или китайские там династии, империи. А, Из последнего, кто у нас просуществовал дольше всех? Республика Пиндоса. Посмотрите на Конституцию в Америке. Вот не убавить, не добавить. И у них начались проблемы, естественно, когда они Конституцию перестали соблюдать. С 13 года у них начали, 1913 года начались проблемы, когда ФРС, лавочку эту непонятную организовали и тому подобное, британские банкиры. Но, в принципе, вот вам, пожалуйста, вот Конституция США, она идеальна, на мой взгляд, из существующих. Ну и, соответственно, конечно, можно долго говорить, что у них такое географическое положение и тому подобное. Возможно, но почитайте Конституцию, сравните ее с конституциями Европы, сравните с той же Российской Конституцией, и у вас все вопросы отпадут. Мася Ивановна, здравствуйте. Почему Степан Димура вернулся из США, где успешно зарабатывал, домой в Россию? Пора было детей уже заводить. С пиндосками у меня не очень складывалось. Не, ну, мне всегда было тяжело там. Ну, больше 2 недель я не уносил, реально. Это тяжело. Вы себе не представляете, насколько тяжело. А с теми, скажем так, соотечественницами, с которыми я встречался, ну, с какими-то долго жил, ну, тоже домой потянуло. И потом, знаете ли, не хотелось связываться с АРС. Я подумал, что лучше уехать к черту. Кэт спрашивает, вопрос, в экономической войне Китая и США у кого победить больше шансов и почему? В принципе, проводили американцы, по-моему, 2 или 3 раза штабные игры, ну, моделирование, грубо говоря, экономической войны, которую они собираются проводить с Китаем, и вот которую начали. Все 3 раза побеждал Китай. Но здесь многое будет зависеть от решений, которые будут принимать руководство 2 стран, и от их, как написали организаторы игр после анализа, от быстроты и вариативности принимаемых решений. Потому что у вас сталкиваются 2 мощнейшие экономики, которые диаметрально просто противоположны. США доминируют за счет
финансовой системы, Китай доминирует за счет производственной системы, производственной экономики. Так, Тедди, чат-трансляция. Вопрос. Степан, как долго, по-вашему, будет существовать Евросоюз? В годах не скажу, но думаю, недолго. Экономический кризис, который начался, он похоронен. Прошу прощения, Евросоюз и НАТО. Хотя стрёмно сказал, что Британия хочет вернуться обратно. Бывает. Не, ну сегодня вообще откровение в The Times. Ой, британцы оценили риски и уже не хотят отправлять войска в Украину. Это вот Как? сегодняшний материал. Ну, у британцев всего одна боеспособная дивизия, поэтому да, наверное, это опасно. Вопрос Степану. Сидеритис, пользователь. В последнее время даже глобалистские экономические СМИ Запада поднимают тему относительно убивающего доллар Трампа. Они крайнего нашли? Будет ли ревизия Форт Нокс? Ну, умирающий доллар, как нам говорят, да, и ревизия Форт Нокс – это разные вещи. А я думаю, что, ну, что вам даст ревизия, вот что реально может дать ревизия Форт Нокс? Ну, нет там золота физического, нет, оно в лизинг сдано. Ну, это уже, ну, достаточно давно установлен известный факт. Просто по потокам золота, которые шли на рынок физического металла, и которые продавались и сдавались в лизинг. Что это изменит? Да ничего не изменит. Федеральная резервная система, она же не подчиняется Базель-3. Не подчиняется. Она сама Базель. По большому счету. Что к этому все привязались, не понимаю. Что касается умирающего доллара, ну, ребят, его хоронят так серьезно каждые 4 года, да, называется четырехлетний цикл. И доллар сейчас умирает по одной простой причине, так, условно говоря, что сворачивается carry trade по иене. Вот и все. Будет еще такой страшный всплеск страшных эмоций, где-нибудь по индексу доллара на 92, и там все завершится. И доллар начнет расти. Назло Трампу. А юань падать, как камень. Скоро, Назло, да, назло скоро. Трампа. Владимир, Да. Степан, как вы относитесь к сценарию выхода из войны 1944 года Финляндии? Может, этот сценарий идеально подходит для Украины сегодня? Если честно, я не очень хорошо помню, как выходила Финляндия из войны 1944 года. Ну, опять-таки, Я Финляндия уже в смог- НАТО, поэтому видите, как прошло да, сколько лет. я не смогу прокомментировать. Я просто в деталях уже ничего не помню. Значит, Эндорфин кофе, пользователь. Расскажите, пожалуйста, что будет с Грузией? Что, да, что ее ждет? А что с ним должно быть? От пидорасов отбились. Все нормально. Товарищ Бензин Иванишвили смотрит за Грузией очень жестко и очень пристально. Все будет стабильно. А, Значит, Стабильно плохо, должен сказать. Вот стабильно. Ну, стабильно, стабильно. стабильно плохо, да. Ну, много вот нищих в Грузии, кстати. Очень И так. причем тот вот эффект дикого роста ВВП за счет понаехавших, Нет, вот, он вот, вот правда, сходит то на нет. есть я помню такое, то есть, ну вот, ну не знаю, в 90-х, там, когда просто на улице возле торгового центра прям просили, бабки вот это все просили, то есть я отвык даже от этого последнее время, но прям много. Ну, цены растут, растут, а бюджет же он не резиновый. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на этом эфире. Нас 27 тысяч, мы перешагнули за эту черту. Пожалуйста, поставьте лайк. Лайк, он, как всегда, спасает, помогает, выручает в любых ситуациях. YouTube немножко начинает чесать репу и понимает, что мы – это мы, а вы – это вы. Степан Геннадьевич, я благодарен вам за сегодняшний эфир. Спасибо. Удачи вам. Друзья, берегите себя.